Всех приветствую, дорогие друзья, на канале Paymaker. С вами, как всегда, я, Михаил. Начинаем следующую новостную неделю перед такими играми, как Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator. У нас есть еще одно обновление от проекта переделки в Германии для нашего лучшего сообщества когда-либо. Сегодня мы хотели бы показать вам, как мы полностью обновили город Оснабрюк и Магдебург для предстоящего этапа переделки Euro Truck Simulator 2. Так что давайте сразу приступим. Оснабрюк. Этот город расположен в северо-западной части Германии, также известен как город мира. При реконструкции Оснабрюка и его окрестностей там нам удалось сделать исторический центр доступным для наших игроков, которые теперь смогут любоваться прекрасными достопримечательностями. Экономика была скорректирована, чтобы лучше отражать реальные местоположения, поэтому дальнобойщики будут доставлять медь на фабрику и на свалку в порту. Это изменение делает Оснабрюк одним из самых живописных городов Германии, благодаря множеству мелких деталей, придающих ему живой вид. При восстановлении Магдебурга у нас было ограничение пространства для работы. Помню об этом, мы решили сосредоточиться на промышленной части города, которая получилась действительно великолепной. Дальнобойщики наткнутся на ветряную мельницу и пищевую фабрику в ближайшем гавани. Территория вокруг города также была изменена и включает в себя несколько достопримечательностей, такие как Магдебургский водный мост и реку Эльба с сопутствующими мостами. Мы также специально модифицировали съезд с шоссе, чтобы водители грузовика, перевозящие ветряные турбины с завода по производству ветряных мельниц, могли маневрировать при выезде. На этом пока все. Мы будем держать вас в курсе других новостей GTS 2 и проекта переделки в Германии, а также в наших социальных сетях Twitter, Instagram, Facebook, YouTube и TikTok. Поэтому обязательно следите за нами там. Сегодня мы рады выпустить новую серию, наша серия Сетотс Роуд. На этот раз мы представляем особую возможность в Бельзии рассмотреть один из полностью электрических грузовиков Скани в демонстрационном центре Скани, расположенном в Сердельте, Швеция. Присоединяйтесь к Оскару и нашему директору по глобальному партнерству и Федерику Сундену, инженеру-эксперту Scania Groups, который расскажет о разработке Scania 45R, младшей сестры Scania 40 и 45S, и покажет вам, как они объезжают Scania 40 и 45S гидом, а также покажут, как они управляют автомобилем на тестовом трассе. Ссылочка на данный видеоролик будет располагаться в правом верхнем углу экрана. Мы очень благодарим команду Scania за разрешение снять и поделиться с вами внутренним взглядом на работу, связанную с созданием электрифицированных грузовиков Scania. Хотя в Euro Truck Simulator 2 в качестве быстрых заданий доступны только Scania 40 и 45S, мы были бы рады возможности провести тест-драйв и узнать больше о меньшем аналоге Scania 45S, у которого много общего. Мы надеемся, вам понравится смотреть и узнавать и полностью электрический Scania 45R. Если вам понравилось видео, обязательно подпишитесь, поставьте лайк и ставьте ответ, так как мы будем рады услышать ваши комментарии. Скоро увидимся в следующем выпуске, а пока продолжайте ездить на грузовиках. А если вы хотите узнать о разных раздачах на разных площадках, или вот на приложении iOS и других разные промокоды, разные игры, разные площадки, разные халява, то присоединяйтесь к моей группе «Ну просто халявы». Ссылочка находится в описании данного видеоролика. Тут каждый день модерация данной группы, в том числе я лично, вас радуют разными халявами. Еще один блог, в котором мы рассказываем вам о нашей работе за кулисами, находясь здесь. На этот раз мы рады познакомиться вас с нашим талантливым картографом Павлом. В настоящее время он работает над природой и горами для расширения карты Nordic Horizons. Итак, давайте узнаем больше о его творческом процессе. В этом дополнении к карте я воссоздаю прекрасный архипелаг Лофетецкие острова. Он простирается от материковой Норвегии до северной части Атлантического океана. Несмотря на принадлежность к полярному кругу, здесь также будут более высокие растительности. Это в сочетании с величественной горой, окружающей водой, красочными домами и многочисленными рыбацкими гаванями, создает среду, которую очень приятно как запечатлеть, так и пройти через нее, говорит Павел в своем проекте. Как и во всех новых расширениях карт, мы проводили полные исследования, самостоятельно выезжая в страну для сбора ссылок и данных. У меня была возможность посетить Скандинавию несколько раз. Совсем недавно это стало возможностью благодаря руководству СССР. Путешествие по Норвегии и Швеции было очень полезным для меня, как разработчик карт, рассказывает Павел, а также рассказывает о том, что необходимо было сделать перед фактическим созданием карты. Дизайн ландшафта предшествовали исследования низкорослой и высокорослой растительности, архитектуры дорожной сети, текстуры, модели, другие функциональные элементы создавались постепенно в сотрудничестве со всеми отделами. Их использование и представление характерного ландшафта на карте предоставляют схему, включающую дорожную сеть,
стоянки, грузовиков, заправочные станции и так далее. На этом макете с помощью Google Maps я постепенно учитываю ограничения виртуальной среды и редактор карт, дизайн ландшафта с природными элементами. Для этого требуется большое пространство воображения, а иногда и немного магии. Павел использует опыт своей предыдущей работы будущим частью команды, выполняющей проект Rewake в Австрии и Швейцарии, где он также проектировал горы и природу. Опыт прошлых проектов с участием гор, таких как переделка Австрии и Швейцарии, безусловно, проявляются в новом дополнении Nordic Horizons. Я рад видеть, что возможности и границы редактора расширяются, говорит он. Конечно, у расширения карты все еще есть ограничения, и мы должны работать строго в их рамках. Как подтверждает Павел, отклонение от реальности отправляет нашим масштабом наглядностью оптимизации и интерпретации. Поделился он с нами. И его последнее послание нашему лучшему сообществу когда-либо. Если вы любите путешествовать по красивым пейзажам с историями викингов и испытать приключения исследователей, не выходя из дома, вам понравится это дополнение. Лично я люблю столицу Лофотских островов Своли. Это действительно красивое место, поэтому обязательно посетите его, говорит он. Мы надеемся, что вам понравится этот небольшой экскурс по созданию нашего предстоящего расширения карты для ETS-2. Если вы в таком же восторге от дополнения Nordic Horizons, то обязательно добавьте его в список пожеланий Steam. Следите за обновлением, подписывайтесь на наш Twitter, Facebook, Instagram и YouTube. Ссылочка на данное дополнение будет располагаться в описании данного видеоролика. Сегодня мы рады поделиться с вами новыми сообщениями о нашем готовящемся дополнении Греции для Eurotrack номер 2. Этот блог посвящен городу Трикала. И поэтому, что вы можете ожидать увидеть во время своих будущих поездок в этом регионе. Готовы взглянуть? У этого города, безусловно, богатая история. Центр Трикалы построен на месте древнего города Трикки, основан около 3000 лет до нашей эры, представляя собой лабиринт узких улочек и исторических кварталов. По этой причине дальнобойщики не смогут ездить по городу. Однако наша команда создала северную и восточную окраину города, где водители найдут множество вариантов заключения контрактов на доставку. Промышленная зона расположена во внешнем восточном районе города, где водители найдут целый ряд предприятий, включая логистические базы, пакгаузы и супермаркет для доставки товаров туда и обратно. Каждый из них детализирован так, чтобы соответствовать с реальными аналогами. В этих районах вы также можете насладиться новым на ближайшем горных хребет. В северной части города вы найдете сельскохозяйственный сектор, включая зерновые элеваторы и другие смешанные отрасли. В Трикале вы также найдете совершенно новую отрасль, но мы сохраним этот сюрприз для другого блока в будущем. Мы с нетерпением ждем возможность показать больше городов отрасли промышленности и даже больше из наших предстоящих дополнений Греции для Eurotrack Смотр 2. Если вам понравится то, что вы видите, обязательно добавьте Грецию в свой список пожеланий Steam, так как это действительно поддерживает нас и наши будущие релизы. Мы благодарим вас за вашу поддержку и до следующего раза продолжите работать. Ссылочка на Грецию будет располагаться в описании данного видеоролика. Желаете меня поддержать? Не забывайте подписываться на мой буст. Вы увидите мои слезы, мои огорчения, просто веселый, прекрасный контент неудачных фейлов моментов. Ссылочка находится в описании данного видеоролика. Ну что, дорогие друзья, вот такая короткая новостная неделя получилась. Всего лишь 4 новости, но мы сейчас обычно выходит новостная неделя по 4 новости. Я с этим ничего не могу поделать. С вами был, как всегда, я, Михаил с канала Пайкмейкер. Забывайте платить, который сейчас видите на экране, колокольчики и подписывайтесь на канал. Всем пока.